У меня с тестом большая любовь, поэтому я могу это делать бесконечно, целыми днями. Так что это мое место. По раздаче. Вот отлично, левая сторона, оказывается, еще не получила лепешки. Вот. Обращай внимание на тех, кто смотрит тебе в глаза. Мне понравилось быть такой благодетельницей. Ну что, мы сейчас попали на главный вход в храм сикхов, называется Бангла Сахиб Гурудвара, полностью весь комплекс из белого мрамора сделан, с добавлением драгоценных камней. Это действующий храм, поэтому, конечно, здесь строжайшие правила, которые мы обязаны будем соблюдать во время нашего времяпровождения на территории храма. Первое, это мы покрываем голову, так как мы не религиозны, мы одеваем не платок, а мы такую туристическую косыночку выдаются здесь в раздевалке каждому туристу. Также мы должны снять обувь и обязательно правило снять носочки, да. Потом далее, когда мы будем проходить, у нас будет также омовение ног. Но не беспокойтесь, чтобы не подскользнуться на белом мраморе, там есть специальные резиновые коврики. Мы будем заходить внутрь храма, внутри которого съемка запрещена, но мы постараемся хоть какую-то небольшую атмосферу вам допередать. Идем босиком, да. Я хочу обратить твое внимание, во-первых, да, везде есть там умывальники, уборные комнаты. Вот, например, здесь специально построили туристический офис, так как действующий храм, очень много туристов имеют, да, как бы мало представлений и, огромное любопытство, да, проводят инструктажи, рассказывают, да, основные правила во время провождения на территории храма. Хотела обратить ваше внимание также на вот такие сливные отверстия. Собирается, например, ведро воды, и в него там добавляется хлорка, и ведро воды прям выливается на пол. И получается, здесь не тряпкой размазывают, да, пыль, грязь, а получается, они прям вот эту воду, они сливают в стоки с помощью таких прорезиненных швабр, язык заплетается. Вот, кстати, элементарно покажи, пожалуйста, как дядечка промывает сейчас место для слива воды. То есть, что получается? Есть на Пуречском где-то краник, вот, например, оттуда, вот, если у тебя есть возможность снять, вода вытекает, да, сюда, и она здесь, получается, протекающим образом проходит вот сюда в сливы. То есть я хочу сказать, что это не застоявшаяся вода, которая грязная, а вот прям постоянно обновляемая. Для нашего удобства, вот, кстати, вот серые такие коврики прорезиненные, чтобы не подскользнуться влажными ножками. Также есть ковры на, там, например, зимний период. Но, кстати, летом они тоже спасают, потому что летом ты же понимаешь, что за день нагревается белый мрамор, и мы как хамелеоны тут быстро перебираем ножками, потому что, невозможно горячо. Хочу очень попасть внутрь музея данного храма. Кстати, вот это, например, южный, по-моему, вход, где вот люди могут сдать свою обувь, да, по номерочку. Хочу представить вам нашего друга Дильбак Сингха. Сингх – это вот то имя, по которому можно определить вот, принадлежность к религиозности к сикхам. Я вот хочу на примере нашего друга показать его разрешение, традиционный вид и рассказать именно о нем. У нас, получается, идет тюрбан. Сначала одевается косынка, заматываются волосы полностью, они, прячутся. И вот на эту косынку каждое утро они берут 6 метров ткани, которые вот так вот наматывают в тюрбан. И вот этот тюрбан, он не может, чтобы не имеет права, он не снимает в обществе. Он может по дому ходить, кстати, в косынке. То есть в обществе не принято снимать тюрбан, это именно религиозная принадлежность. У женщин они покрывают голову платком. Дальше у нас идет курта, это платье-рубашка, и дальше идут пижамы, штаны по-русски. Но я хочу уточнить, что это именно религиозный вид такого верующего, глубоко верующего человека. Понятно, что на улице, например, там россияне не ходят там в кокошники, да, и там платьях, юбках и так далее. Но в повседневной жизни, когда человек, например, не суперрелигиозно одет, а все равно при этом верующий, можно обратить внимание его принадлежность по вот такому вот серебряному браслету, бенду. То есть, когда ты видишь, что человек там в футболке и джинсе, но вот он не в тюрбане, например, можно вот по такому браслету, да, обратить внимание. Также на любых праздниках культурных, религиозных, вообще у них на ремне вот здесь такой маленький сувенирный кинжал висит, но в данном случае у нас пример именно стражи внутри музея, да, религиозно, поэтому у него такое копье, если не ошибаюсь, я так по-русски его назову.
Вот. И, конечно же, еще мы затронем такую тему, как волосы. Ходит много мифов и легенд. Давайте развеем некоторые из них в моем таком скромном познании. Вообще волосы не стригутся, потому что, мне кажется, во многих культурах и религиях тоже прослеживается вот эта ценность волос, да, потому что волосы дают энергию, это вот наша такая природная, да, такая сила. И действительно, многие сикхи не режут, не отрезают волосы, они вот как раз-таки прячут под косынкой, а потом наматывают тюрбан. Но я опять же уточняю, что это именно религиозный верующий человек, потому что в повседневной жизни люди, конечно же, следуют и моде, да, и каким-то другим ценностям, там, европезируют, то есть они могут действительно стричь волосы. Но, как правило, религиозный верующий человек не стрижет бороду и не стрижет волосы, то есть он хранит свою эту силу. Однажды тут был другой страж, и мы с ним тоже разговорились, и я попервой, по незнанию, по своей глупости, по своей юности, я его спросила, а как же так, ты вот такой глубоко верующий человек, а бороду постриг? А у него такая коротенькая бородка была, но он, человек был такой, ну, пожилой, возрастной прям, там, наверное, там, 60-70 плюс, как бы его не обидеть. И он так посмеялся надо мной, и я думаю, ну, как же ты мне ответишь, да, ну, то есть, ну, вот бывают такие вопросы, ну, от глупости. И он мне говорит, сейчас. И он здесь так резиночку отмотал, и вот эту бородку так вот распустил. Он говорит, просто мне было жарко, и я вот ее так вот, да, все, багуданеват. Все. Сзади меня находится хостел. Пойдем поближе, подойдем, посмотрим. Этот хостел был построен с учетом людей, которые попали в сложные жизненные ситуации. Если прийти попросить помощи у храма, можно получить жилье на какой-то, скажем так, срок. Это кто здесь работает, да? Ну, волонтеры, да. Но в основном здесь именно те, кто вот не может себе позволить жилье. Но это не так, что типа ты там хотела схалтурить или схитрить и там вместо ночи провести транзитное время в данном хостеле. Нет. Кто угодно может стать волонтером? Я могу? Да, волонтером может стать кто угодно, но жить при храме это нужно предоставить свою историю жизни, да, и если понятно будет, что у тебя действительно тяжелая человеческая ситуация и тебе нужна помощь, ну, тебе ее предоставят. Ну, скажем, я прилетела и говорю, я хочу поработать у вас волонтером, ну, я тут пожить, делать то, что вы мне скажете. Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что таких людей слишком много, и такие люди просто приходят волонтерят. Я думаю, что тебе позволят просто волонтерить, а жилье предоставят именно нуждающемуся. Ну, тут объективно видно, что ты не нуждающаяся. Мы сейчас заходим со стороны входа на территорию столовой. Сейчас еще рано, еще как бы не все проснулись. Здесь разрешена еще съемка. Разрешена как раз-таки с той целью, да, чтобы люди просвещали других людей о том, как здесь все устроено, чтобы люди понимали, что они могут обратиться сюда. Сейчас я объясню, как здесь все устроено. Открывается вход. Здесь паласы сейчас собраны, потому что, видимо, моют полы. Разберут паласы. И здесь будут заходить крауд, да, люди. Они здесь сидят и ждут своей очереди. Во время того, как они ждут своей очереди, здесь есть музыкальные колонки. Здесь прям специально транслируется все, что поется внутри храма. Здесь люди сидят на кухне. Да, мы сейчас к ней идем. То есть здесь, получается, люди молятся, и когда время настает, открываются двери, люди заходят через двери внутрь этого холла. И вот что происходит здесь, сейчас я вам расскажу. Здесь, получается, быстро собираются все ковры. Здесь, получается, сначала моются полы, вот таким способом, которым я тебе рассказывала, да, то есть выливается вода с хлоркой на пол, и быстро такими широкими швабрами резиновыми промывают полы. Потом, когда включается вот огромнейший вентилятор, просушиваются полы. Вентилятор, покажи, пожалуйста, просто он такой, нет, он просто такой огромный. Ага. Как только просушились полы, то есть там минут через 10, быстренько вот так ковры раскатывают, и здесь получаются полоски. И что происходит? Сейчас здесь мало людей, но сидят все, получается, на одной полоске с двух сторон, то есть спина к спине, плечо к плечом. И тут как раз-таки поддерживается та идеология равенства, о которой вот мы с тобой сейчас попозже обговорим. И вот, получается, здесь может как и бедный, так и богатый человек сидеть друг с дружкой. Люди могут прийти
и получить здесь еду, это совершенно бесплатно. В течение каждый день с утра, с рассвета до заката открыта столовая. Храм вообще круглосуточный, но именно служба и столовая от заката до рассвета. Ну, по всем религиозным канонам, да? У всех, мне кажется, так. Так вот, люди приходят каждый день, и здесь могут поесть. В течение будничных дней здесь кормится до 30 тысяч человек, но не одновременно типа за раз, а в течение дня. А в выходные дни эта цифра может переваливать за 70 тысяч человек в день. Как здесь проходит волонтерство? Если присмотреться, то, например, в каком-нибудь углу ты увидишь какие-нибудь рюкзаки. Вот, наверное, там вот сейчас находятся рюкзаки в дальнем углу. То есть заходит человек просто с утра и молча начинает помогать. Вот, например, этот человек, видно, что он не в одеянии, он просто помогает. И что делает? Который с ведром, да? Да, то есть один волонтер бежит, собирает ковры, другой начинает мыть полы, третий потом разворачивает ковры, четвертый начинает ходить и рассаживать. То есть он прям руками машет, да, куда, где садится. Но здесь сейчас еще очень мало народа, ну, по индийским меркам здесь сейчас пусто. Так вот, он сразу рассаживает людей. Вот как я говорила, спина к спине, плечо к плечу. То есть на одной полоске всегда сидят 2 человека. Ты тоже волонтер? Да, это все волонтеры, здесь никто не получает зарплату. И вот они ходят, кто-то из ведра вот, да, наливает, то есть кто-то раздает тарелочки, кто-то раздает ложечки, вот видишь, покажи на него поближе. А он раздает лепешки в руки, не кидает ни на пол, там, ни в тарелку, а именно в руки дает, то есть, да, ну, что... чтобы, ну, с уважением проявить, да, то есть там не подачка это, а именно вот он в руки дает тарелку, а другой в руки дает лепешку. Третий с ведром проходит и вот поварешкой разливает еду. Здесь подается, конечно, только вегетарианская еда, потому что, ну, в храме мясо готовить не гоже. Пойдем, кстати, посмотрим кухню изнутри, скажем так. Здесь такой небольшой коридорчик есть. Каждое утро сюда проезжают с того входа какое-то количество машин, и они выгружают какое-то количество мешков. Но сейчас, вот видишь, уже пустые склады, потому что, видимо, они все наготовили. Вот это склады, в которых привозят мешки муки, сахара, соли, гороха. Вот тут даже есть специальная бухгалтерия, да? Они ведут учет того, что есть. Все эти продукты питания предоставляют обычные люди-граждане, во-первых, то есть это такие пожертвования. И причем зачастую это не разовые пожертвования, а именно на регулярной основе. Также пожертвования происходят от крупных, кстати, бухгалтерия была. Дальше вот идет уже такие комнаты, где все это располагается. Вот, например, человек сейчас откроет холодную комнату, это морозильная комната. Я не знаю, может быть, он покажет. Здесь, короче, хранят молочные и скоропортящиеся продукты. Что-то не удается ему с ключами расправиться. Здесь, в общем, холодильная комната, здесь овощи раскидывают. А тут комната, в которой абсолютно любой человек может прийти. Вот специально берется лавочка. Тут на столе берется какой-нибудь, да, емкость, стульчик, ножик. И тут промывают овощи, тут их режут, чистят, нарезают. И дальше проходят на кухню, то есть здесь какие-то волонтеры постоянно, ну то есть сейчас еще день как бы только запускается. Вот мы с какой-то группой туристов тоже зашли. Вот, и здесь получается, вот эти все женщины, они тоже не работают здесь, они просто зашли, поволонтерили и ушли. То есть у кого сколько есть свободного времени, у кого-то 15 минут, у кого-то час, у кого-то день. Это мое дело. Да. Отлично, сейчас с тобой сделаем. Это чапати с тобой сделаем это. Это делаются роти. Сейчас я просто объясню, как здесь все организовано. Пойдем. Смотри, получается вот там... Да, а вот здесь качан... Нет, сюда иди, здесь побольше объем. Можно прям ступить на эти ступеньки и сверху снять. Это вот прям... не переживай, потом помоем ноги. Это прям вот... Это вот качаны, в которых варятся овощи. То есть, ну, овощи бобовые, овощи, там, то есть картошка, рис, дал, горох, фасоль и так далее. То есть это прям осторожно такое, это очень горячо, можно обжечься. Дальше там есть паровые, ну, пароварки, да, скажем так. И там, ну, как бы приготавливают рис, это быстрее происходит. Да, то есть они, видишь, закидывают, нарезают в той комнате, сюда приходят, промывают, то есть вода, видишь, стекает сразу в этот сток.
Кстати, обрати внимание, какое огромное количество людей готовит или ходит здесь, но полы здесь постоянно чистые, то есть здесь постоянно промывают полы, чтобы, соблюдать санитарные нормы. Вот если, например, там лепешки катали, то здесь их жарят на огне. Бывают, конечно, такие дни, вот обрати внимание, они прожаривают, потом вручную она промазывает маслом и с лавровым, по-моему, листом, если не ошибаюсь, засушенным, она кладет... Хорошая кухня. Да, отлично. Мы сейчас с тобой еще, я тебе сейчас все покажу, а потом мы присядем, потому что только так ты запомнишь эмоции. Пойдем. Мы ко всему... Бросает ее, смотри, она вот так, оп, одним Да, мы движением. ко всему вернемся. Я тебе сначала расскажу на видео. Смотри, конечно, бывают дни, когда волонтеров не хватает, например, там в обеденное время или вот утреннее, вечернее, когда мало, то есть, конечно, машины. То есть здесь смешивают, вот, кстати, там тестомешалка за машиной, если туда прям идти, то вот там, да, вот там тестомешалка. Потом происходит что? Здесь вот на этом столе разделывают тесто. Потом засовывают сюда вот это все тесто, то есть выливают, грубо говоря, и оно начинает раскатываться. Сначала оно превращается в такие маленькие котлетки, потом они все становятся такими блинчиками толстенькими, потом такими тонкими блинчиками, потом здесь они поддаются, вот внутри этой машины, они поддаются огню, и они вот, получается, выходят уже из вот этого отверстия, скажем, какую-то емкость, готовыми лепешками, потому что не всегда достаточно волонтеров. Соответственно, после того, как здесь лепешки были готовы, выносят в эту сторону, и вот здесь их вручную промазывают маслом и выдают на окно подачи. Как только заканчивается одна емкость с едой, сразу полностью, прям начиная с потолка, шлангом здесь все промывают, то есть здесь постоянно чистая зона, потому что, представь, когда например, разливают еду, конечно же, из какой-нибудь поварешки, из какого-нибудь ведерка какие-нибудь капли происходят, да, на полу, и такое ощущение становится немножко грязи, такой смеси. Соответственно, поэтому он сразу же, как только заканчивается эта емкость, он прям с потолка начинает это все мыть. Прям, иди туда прям. И вот она перебирает эти все лепешки, и будет она их раздавать. Кстати, вот это дал. это яблоко, это Дал. чечевица. Да. По-моему, там и фасоль в том числе. Ребята, вот это вот очень вкусно, я вот это обожаю. Из чечевицы. И вот эти лепешки, вот смотрите, как все происходит. И я прям в раздаче на столовой. Непередаваемое ощущение. Вот это объемы. Да. Теперь возвращаемся на кухню. Я предлагаю тебе промыть ручки, извиняюсь, я перепутала конечности. Мы с тобой пройдем вот сюда. Помой руки. Да, промываем ручки. Раньше здесь была раковина, я не знаю, что сейчас происходит здесь. Видимо, переустановка происходит. Перекладка санузла. Вот, теперь ты сейчас поднимешься сюда. Вот, кстати, на примере, иностранцев, их взяли, посадили просто, и вот они готовят. Мы сейчас то же самое повторим вместе с нашей Иришкой. Мы сейчас вот по этой лестничке поднимемся и найдем любое место для попы свободное. Подождем, пока они уйдут. Барьер. Очень подробненько, очень терпеливенько все ей объяснили. И это не сотрудники храма, это такие же, как Ирина. Проходили мимо и выделили себе время. У кого бывает свободное время? Во-первых, у бабушек, которые уже на пенсиях, понятно, что они уже не работают, они посвящают свою жизнь больше духовному развитию. В том числе они могут выделять время на религию, на культуру, на поддержание традиционных культурных ценностей. Это могут быть домохозяйки, которые приехали специально, например, всем родом, всей семьей, всей династии. Бывает просто такое, что вот мы с супругом, например, проезжали мимо
в центре, и нам нужно пообедать. И мы можем зайти в специальный храм, поесть еды, потому что это еда не для бедняков, а для любого, кто попросит. Ну вот, например, в наших православных храмах тоже раздают еду. И вот, ну, конечно, не в таком виде, как здесь, потому что, конечно, в наших странах СНГ и постсоветского пространства нет такой сильной нужды. Ну ничего, у тебя получилось сердечко. Для первого раза прекрасно. Прекрасный результат для первого раза. Ну вот, продолжая тему, мы вот проезжая один раз, я предложила супругу пообедать именно внутри этого храма. Мы пообедали и просто оставили donation, ну, крупную сумму, скажем так. Ну, чтобы, грубо говоря, у нас не было чувства вины, что мы там съели тарелку того, кто действительно нуждался в еде. Вот мне подали роти, которые я сейчас несу туда для обжарки. Вот, спасибо. Проданеват. Он дает ей. А она, кстати, вот то, о чем я рассказывала, она берет лепешки, обмазывает маслом. Также их немножечко проседает, да, чтобы они были не воздушными, а такими чуть-чуть плотненькими. И потом вот этот контейнер перенесут. Постоянно здесь, конечно, моются полы. Я хочу обратить внимание на то, что, несмотря на то, какое огромное количество людей здесь работают, да, ну, как служат, постоянно промывают со шлангом, с щетками. Вода сливается сюда, и он, конечно же, помоет сейчас эти полы. То есть, ну, видно, что убрано чисто, аккуратно. То есть, в целом, индийцы, на самом деле, чистоплотный народ, особенно если это касается храма, кухни, дома, какого-то культурного комплекса. Конечно, эта чистоплотность не затрагивает, к сожалению, улицы, но я тоже могу объяснить. Все-таки на улицах должно быть достаточное количество мусора. И, конечно же, дворников должно быть достаточное количество, чтобы обслуживать эти улицы. Ну и, конечно, образованность людей, да, чтобы мусор бросать не на улице, а все-таки специально определенные места. Ну как тебе? Завораживает, хочется продолжать. А ты заметила, что когда сидишь там больше 5 минут, начинает тебя, да, как-то вот в медитацию как будто уходишь какую-то? То есть это какая-то даже мини-терапия, что ли? Пойдем. У меня с тестом всегда медитация, у меня с тестом большая любовь, поэтому я могу это делать бесконечно, целыми днями, вот. Так что это мое место. Пойдемте дальше посмотрим. Мы передали, да, наши лепешки, и их будут раздавать. Пойдемте в холл, посмотрим поближе. Вот знаешь, давай для реального твоего блога просто интуитивно повторяй за всеми волонтерами. Тебе в любом случае все помогут и объяснят. Там самое простое — ложки раздавать, ну, возможно, ложки уже раздали. Хорошо. Просто возьми не огромное количество, а какое-то количество, где ты можешь справиться. Возможно, да. И повторяй. Вот давай вот как бы ты интуитивно поняла. Мы сейчас как раз-таки проводим разрыв шаблона, когда белый иностранный человек в храме несет службу, то есть волонтерит на русском, да, доступно. Возьми миску с небольшим количеством роти и попробуй сейчас ее раздать. Все, вот эту... начни, наверное, с той стороны, будешь проходить, они тебе дадут много мест лепешки, ты должен давать, да. Ну, ты ходишь, они тебя спрашивают. Только ты должна в руки дать, не кинуть, не на пол, не на тарелку, а в руки. То есть с полнейшим уважением и почтением. Да. Ты, да, медленно проходи, предлагай кому-то. Вот, он тебя учит, молодец. О, супер. А, вот по левой стороне, значит, надо раздавать. И вот она пошла по раздачам.
Вот отлично, левая сторона, оказывается, еще не получила лепешки, вот по левой стороне сейчас Ирина проработает. Ну ты иди медленько, и ты просто предлагай. Нет, ну ты предлагай. Если тебя кто-то попросил, то да, конечно, предложи, подай. В руки ему тоже дай. Да, теперь даме. Даме. А девушке что не дала? А ты ей покажи, что руки надо. Просто некоторые из них тоже правила могут не знать. Она может стесняться или не понимать, чего ты хочешь от нее. Здесь все так интуитивно делать надо. Вот, теперь пройди слева направо, смотри головой, кто тебе будет давать знак, либо предлагай сама. Видишь, что на тарелке нет роки, сама предлагаешь. То есть здесь бесконечное количество раз можно попросить роки. Вот он просто еще перед тобой идет, тоже раздает, поэтому вы вдвоем идете по ряду. Обращай внимание на тех, кто там смотрит тебе в глаза, может быть, они хотят попросить. Или, например, у него закончилась лепешка. Тебе очень повезло, что сейчас, конечно, нет сейчас толпы здесь. Пусто. Внутри храма. Вот баба сидит. Это человек, который вообще посвящает своей религии жизнь. Да. Да, я говорю, здесь интуитивно понятно, кто просит. Всем можно добавить. Попроси 2, дай 2. Вот, иди туда, видишь, там не хватает. Ну, я не думаю, что так должно было быть, но давай уже, пошли. Не думаю, что нас поругают за это. Сейчас, ей пока тарелку не дали, поэтому пока не клади. Как ей дадут тарелку, тогда дашь. Ей дадут тарелку, тогда дашь. Предлагай, да, всем. Видишь, кто-то даже ложечкой есть, кому-то неудобно все-таки лепешечкой. Ага, ну просто перед тобой уже раздали. Тут, видимо, доедают уже. Машенька с корзинкой пирожочков. Мне понравилось быть такой благодетельницей.